Приветствую вас на моем канале. В сегодняшнем видео я буду делать коррекцию. Для этого буду использовать гель, а также в качестве дизайна мы будем рисовать геометрию. Если вам интересно, присоединяйтесь, а с вами я, Миронова Виктория. Совсем недавно заказывала себе новый рабочий инструмент и увидела на сайте торговой марки Stalex, что у них появились еще алмазные фрезы. Решила попробовать их качество и заказала себе немного. Покупая фрезы, мне очень важно, чтобы на них не было никаких крупинок, все было очень гладенько. Перед тем, как записывать это видео, я уже протестировала эти фрезы, работала ими целую неделю. Поэтому с уверенностью могу вам сказать, что этими фрезами очень удобно работать. Как видите, фрез очень много, все они разные по диаметру и абразивности. Как вы знаете, я очень люблю фрезу Пламя, и здесь она мне тоже очень понравилась, ведь у нее не острый носик и он совсем не травмирует кожу клиента. Но в то же время отлично вычищает весь птериги из пазух. Я уже показала вам свои новые фрезы, так что перехожу к выполнению коррекции. Спустя 3 недели все ногти на месте, есть только одна очень маленькая отслоечка, я думаю, что это сущий пустяк. А чтобы сделать нам новые красивые ногти, нужно снять старый материал. Как помните, я почти всегда полностью снимаю материал, чтобы точно проверить, нет ли разных завоздушин внутри под материалом. Ведь, конечно, через пару коррекций совсем не хочется там обнаружить какой-то неприятный сюрприз. Поэтому, конечно, уходит немного больше времени и расход материала немного больше, чем если делать частичную замену материала, но мне, по крайней мере, так спокойнее. Сняв старый материал, пушером отодвигаю кутикулу для того, чтобы приступить к работе с фрезой. Включив свой аппарат на форвард, моя фреза вращается по часовой стрелке и вычищает птериги с одной стороны. Обработав одну сторону, я выключаю свой аппарат, жду, пока моя фреза перестанет вращаться, затем переключаю кнопку на режим реверс. Затем вычищаю хорошенько весь птериги с другой стороны, чтобы были чистенькие пазухи. Пилкой 100 грит я сужаю свободный край, затем аккуратненько прохожусь по поверхности ногтевой пластины, чтобы снять глянец и немного приподнять чешуйки натурального ногтя для лучшей сцепки с твердым материалом. Теперь наношу вспомогательные жидкости. Изначально это дегидратор, который помогает вывести лишнюю влагу из ногтевой пластины. Затем, когда он испаряется, наношу бескислотный праймер. Он служит нам как двухсторонний скотч между ногтевой пластиной и твердым материалом. Сегодня буду работать с гелем, поэтому в качестве подложки у меня обычный прозрачный гель. Наношу его совсем тоненьким слоем, втирающими движениями. Когда прозрачная подложка подсохла, могу выкладывать основную часть материала. Использую камуфлирующий гель-желе, поэтому изначально тонким слоем промазываю по всей ногтевой пластине. Потом беру большую каплю материала, выкладываю ее на натуральный ноготь, затем аккуратно распространяю ее по всей ногтевой пластине. Для работы с гелем я использую кисть для акриловой системы. Если у меня возникают пузыри, я сразу же стараюсь их убрать. После полной полимеризации материала вытираю липкий слой. Затем переворачиваю руку клиента и тонкой керамической фрезой выпиливаю натуральный ноготь, ведь в период носки он может отслаиваться и туда может забиваться грязь. Пилкой 100 грит придаю ногтям форму, а также опиливаю поверхность ногтя, для того, чтобы он был гладким и красивым. Аккуратно прохожусь пилкой в зоне боковых валиков и кутикулы, чтобы не поранить клиента.
Хорошо сглаживаю переход от искусственного материала к натуральному ногтю. Бафом шлифую поверхность ногтя. Пушером аккуратно приподнимаю еще раз кутикулу, затем беру свои ножницы и срезаю омертвевшую кожу. Затем беру маленький алмазный шарик и на минимальных оборотах шлифую срез от ножниц, а также боковые валики. Шарик очень приятный, мягенький и совсем не раздирает кожу, а наоборот хорошенько ее шлифует. Сегодняшний дизайн будет выполнен в серо-черных оттенках, поэтому на правой руке несколько ногтей я перекрываю серым цветом, а вот на левой пару ногтей черным оттенком. После того, как нанесла основные оттенки, приступаю к дизайну. Рисую разные геометрические фигуры. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24-karat dream. No supermodel in my dirty jeans, but in my 24 inches heels. С помощью тонкой кисти и черной гель-краски рисую тонкие линии. Прозрачным топом без липкости перекрываю ногти с внутренней стороны. Затем перекрываю ногти топом без липкого слоя, но пока не просушиваю его в лампе. А беру маленькие квадратные стразики, вмакиваю их в базу для гель-лака, затем устанавливаю их на ногти. Теперь уже могу смело отправлять руку в лампу для того, чтобы наш топ полностью заполимеризовался. Когда материал полностью высох, наш маникюр готов. Вот такой сегодня результат у нас получился. Пишите в комментариях, понравился ли вам такой маникюр, было ли полезно вам сегодняшнее видео. А с вами была я, Миронова Виктория. До встречи в новом видео. Mad woman, keep calling me a mad woman. Boy, it's none of your business if I'm a mad woman.
is your bitter goodbye. Like